Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, бавовна, точнее не бавовна, а бавовны. Итак, друзья мои, давайте разберемся, что происходит. Смотрите, очень многие как бы сейчас жалуются, в тылу, конечно, не на фронте, потому что на фронте не жалуются на эти вещи. Очень многие в тылу как-то говорят сейчас, елки-палки, ну да, вот долбанули там по Москве, Московской области, хорошо. Но где дальше? Почему прекратилась бавовна, ребята? Бавовна не прекращалась. То, что вам они не докладывают, и то, что вы чего-то не знаете, это не значит, что бавовна, знаете, затихла и ушла, как говорится, из полей в огороды. Нифига. Есть, работают и работают по целям на территории фашистской России и по необходимым, скажем так, по необходимым целям, по которым нужно работать. И вот я вам сейчас дам просто несколько примеров, потому что сделаем такое, знаете, бавовняное попурри, да, где вы поймете, что работали по тылам, работают и работать будут, как там кому не кажется. Итак, город Рыльск, Курская Народная Республика. Наших войск там не было, надо сказать, мы туда не дошли, к сожалению. Ну, не дошли-то и не дошли, ничего страшного, в следующий раз дойдем. Вот. И там сейчас находятся путинские боевики, соответственно, обмародерили весь город, но речь не об этом. Обнесли там, кстати, все магазины, да, в Рыльске. Вот. И, соответственно, используют местные различные заведения, неработающие школы, неработающие детские садики, потому что Рыльск практически эвакуирован, там населения сейчас нет. Вот, не работающие или частично работающие, скажите мне, отделы внутренних дел и так далее, для размещения лишнего состава. И вот один из таких дней, буквально пару дней назад, в Рыльск прилетело несколько снарядов Хаймарса. Возможно, это были непосредственно снаряды Хаймарса. Возможно, это были дальнобойные авиабомбы. Тут сейчас тяжело сказать, но удар был исключительно точным. Там по располаге двухэтажное здание коммерческое. По всей видимости, когда-то были магазины, понятное дело. Сейчас в Рыльске, поскольку нет фактически населения, торговли тоже нет. Путин довел всех до ручки. Вот, там расположили путинских этих боевиков в этом здании, но разведка же не спит, разведка работает, дроны летают, патриоты, антифашисты, да, ходят и смотрят, где там путинские боевики размещены, и куда надо, когда надо, да, вовремя докладывают, да. И туда только лусь прилетела, да, шикарное попадание, ребята, в самую точечку, фото-видеоматериалы все внизу в описании к данному ролику. Вот, там даже местные, там, кто остался, увидели это попадание, прочитают, ой, смотрите, вот там лежат, кто-то там лежит, все, хана, хана. Там солдатики были. Солдатики, да, действительно, были. Вот были, очень правильное слово. Уже нет. Это первый момент. Ну и не забываем, конечно, о том, что отрабатываем мосты у рашистов, званые, да, помните, сколько раз этот мост отрабатывали, я, честно говоря, не знаю. Вот зараза стоит, но в нем дырок, я не знаю, больше, чем в швейцарском сыре. Их там эти рашисты конопатят иногда, знаете, они его даже ради маскировки землей присыпали, чтобы он не выглядел мостом, а просто выглядел, не знаю как дамба какая-то, что ли. Вот, ну, дело в том, что это бессмысленное деяние, поскольку хаймарсы или там авиабомбы, они летят по координатам, поэтому это не проходит вариант, да? Есть шикарное видео, опять-таки, у нас на телеграм-канале, как прилетело. Значит, там был вообще такой уникальный случай, смешной, что ли, уникальный случай. Рашисты попытались переехать Уралом, судя по всему, там здоровый грузовик через этот мост. И он провалился в одну из дырень, которая там есть, вот, и застрял. Вот, они побежали туда, значит, этот Урал оттуда вытягивать. Короче говоря, в этот самый момент, когда они все скопились на этом самом мосту, а туда только Лусь два раза прилетает, то ли Хаймарс. Ну, свист был, да, то есть это то ли два раза авиабомба прилетела, ГБЮ. ГБЮ это название такое, да. Вот. И, собственно говоря, ну вот все, я так понял, что все рашисты, которые находились, судя по видео, по крайней мере, которые находились на этом мосту, включая снимающего, судя по всему, уже сейчас слушают там концерт Кобзона, вдохновляются, да, там вот это, песнями Иосифа Давыдовича. Хотя, честно говоря, я не знаю, любят они эти спивы или не очень любят. Так что бавовна цветет и пахнет. Ну и третий момент, тоже вот так, чтобы вы понимали, что работают. Вот совсем вообще вот на днях. Силы спецопераций в тылу
Отработали просто беспилотниками. Отработали просто, ребята, шикарным образом Бук М3 и РСЗО «Ураган». Я вам еще говорил, вот вчера, например, что да, разбито РСЗО, разбито. Ну, ракетная система залпового огня. Ну, какая? Град, ураган. Я не знаю, потому что это просто идет как РСЗО. А это был ураган, извините. Ураган это один из самых мощных. Одно из, если не считать Смерча, то это, пожалуй, самый мощный РСЗО из того, что есть у рашистов, и их не так много на самом деле. Поэтому каждый вот такой вот выведенный из строя, это большое дело. Да, так вот, прилетел. Там два прилета дронов на этом видео. Можете посмотреть у нас опять-таки на телеграм-канале. Ссылочка внизу в описании. Да, прилетело сначала по БУК М3, это ПВО. Опять-таки, вот когда рассказываю вам в нашей любимой рубрике, очень часто говорю, я не знаю, что именно разбили. Я знаю, что разбили, но что именно? Бук М3 это, ребята, очень дорогой зверь. Почему? Ну, во-первых, стоимость от 45 миллионов долларов и выше. Это первый момент. Вот. Ну, а второй момент, а вы его пойдите, слепите новый. Не получится. Это штучный товар, который производится очень долгое время. Вот. И слепить новый практически не получается. Вот так вот. Да, еще один интересный момент по этим двум бавовнам. Значит, что касается Бука, его шлепнули беспилотником. Беспилотником, причем не FPV-дроном, а беспилотником с крыльями. Почему? Потому что FPV-дрон летает на определенное расстояние, небольшое, кроме случаев, когда матка его завозит далеко. Вот. А дроны, ну, у нас есть наши, там, Валькирии и так далее, полно всякого. Американские Switchblade. Вот, с крылышками. Этот может залететь километров за 70-80, то есть отловить там этого Бука, если он даже стоит там довольно далеко от линии фронта. А от его и контрапупнули. Там такая светомузыка, конечно, красивая была. А что касается урагана, его прибили этим самым, скажите мне. Его пришлепнули снарядом, скажем так, такого типа, когда там разделяется, да. Взрыв произошел над ним, и потом просто шарики, когда летят в разные стороны, сделали из него омлет, котлету. Да, взорвался, вот снаряд взорвался метров 20, наверное, над ним сверху. И просто его накрыло, и дальше он просто сгорел, начал плеваться ракетами. Тоже, в общем-то, да. Ну, кассетный боеприпас взорвался, и он, как говорится, уничтожено это дело. Да, так что вот не жалуйтесь, что нет бавовны, нет того, нет всего. Ребята, все есть, просто информация, ну, не сразу доходит. Но доходит же.